Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Смена режима в Венесуэле может обрушить рынок нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил Трампу вариант, при котором США получили бы права на большую часть нефтяных запасов его страны, крупнейших в мире, оцениваемых примерно в 300 миллиардов баррелей, чтобы избежать военного конфликта. Александр, чем американо-венесуэльский конфликт грозит российской нефтянке и нефтяному рынку, мировому нефтяному рынку? Да, я видел замечательные размышления о том, что, смотрите, американцы подогнали... Как это? Они заряжают пушку. Зачем? Они будут стрелять. Так вот, там уважаемые аналитики пришли к выводу, что, смотрите, точнее, обладатель крупнейших запасов нефти, американский флот, все сходится. Американский флот, нефть. А зачем еще американцы должны туда прийти? Вы извините, пожалуйста, я сейчас, если вдруг вам очень нравится эта версия, я сейчас буду просто по-живому топтаться и несколько издеваться над этой версией. Хотя полностью я ее, разумеется, не отрицаю, но не отрицаю с такой позиции, которая, будет, наверное, для большинства аналитиков немножечко неожиданной. Забайтил на дальнейший просмотр, а теперь давайте поговорим вот о чем. В 2009 году была подбита статистика в рамках ежегодного статистического обзора компании BP. Она тогда ежегодно публиковала мировую энергетическую статистику, очень уважаемый обзор, все на него ссылались. Не бесспорный, но, тем не менее, некую общую картину он давал. И некие общие показатели, такой, знаете, вот с высоты птичьего полета, такого рода продукт информационный позволял создать. То есть, если вам надо было посмотреть быстренько, в какой стране, какие запасы, может быть, были какие-то ошибки, даже коллеги на ряд ошибок указывали на протяжении многих лет публикации этих обзоров, но, тем не менее, все равно уважаемый продукт, молодцы, что они его делали, без всяких шуток. Итак, 2009 год. Публикуется очередной вот этот вот ревью. И в рамках этого ревью демонстрируется, что запасы нефти в Венесуэле находятся на уровне 99,4 миллиарда баррелей. 99,4 в 2008. То есть 9-й год публикация, подбиваются итоги 2008 года. Но тут, значит, приходит 2010 год. И в 2010 году, в ревью 2010 года, мы видим не только итоги 2009 года, но также мы видим и некоторый ретроспективный взгляд на оценку запасов в тех или иных странах за прошедшие лет 20. Там с 90-го года, там за 90-й год, 99-й, 2008-й, вот примерно с таким шагом. И мы видим, что, да, и за 2009 год мы, конечно, тоже видим там эту оценку. Итак, в 2010 году данные за 2008 год были пересмотрены. Еще раз, в 2009 году публикуют данные, что запасов 99,4, а в 2010 году публикуют данные, согласно которым в 2008 же году в Венесуэле запасы составляли 172 миллиарда 300 миллионов баррелей. С 99,4 пересмотрели до 172,3. Это за один и тот же год оценка. За один и тот же год. Дальше запасы стали расти. Запасы каждый год увеличивались. То есть в 2011 году мы открываем ревью и видим, что, смотрите, а запасов-то в Венесуэле 211 миллиардов 211 миллиардов баррелей. В 2012 году публикуют оценку, и там уже запасов почти что 300 миллиардов, 297,6 миллиарда баррелей. И, наконец, уже к середине десятилетия публикуют оценку, согласно которой запасы в Венесуэле составляют 303,8 миллиарда баррелей. Как так получилось, что в 2008 году было чуть менее 100, и тут стало порядка 300? Это что вообще за рост запасов такой? В 3 раза. Кстати, а конвертировался ли рост этих запасов
в добычу. Ну, потому что запасы запасами. Это очень мило, что они у вас там где-то есть, они где-то зарыты, они где-то лежат, и вы даже в общем и целом представляете, как они там вот располагаются. Правда, исходя из тех критериев оценки, которые использовались для вот этой статистики, более или менее точно вам надо было знать порядка 20% от этих самых запасов. Но это ладно. То есть, в общем и целом, у вас запасы в 3 раза увеличиваются. Что с добычей? Добыча-то, наверное, тоже стала расти. Ведь, ну, не может же добыча остаться на прежнем уровне, если, ну, запасы так прям вот в 3 раза увеличились. Вот, например, за тот же период времени в Соединенных Штатах происходило нечто подобное. Конечно, там был, может, не кратный рост по сравнению с 2008 годом, но, тем не менее, значительный прирост запасов там был отмечен. Правда, в Соединенных Штатах все равно их меньше, чем в Венесуэле по существующим оценкам, но все равно пересмотрели в сторону увеличения. Мы сейчас коснемся темы, а что ж такое происходило вот на рубеже нулевых и десятых годов, что вдруг все кинулись пересматривать запасы. Но в Соединенных Штатах пересмотр запасов конвертировался в рост добычи. То есть, да, увеличилась не только оценка, сколько там этих самых углеводородов, но и объемы извлечения углеводородов тоже увеличились. Что в Венесуэле? А в Венесуэле падение. Падение добычи. Если еще в нулевые годы наблюдались объемы добычи порядка 3,5 миллионов баррелей в сутки, то во второй половине 2010-х годов объем добычи сократился до 2,5-2,7 миллиона баррелей в сутки. 2,7 это было пиковое значение, достигнутое году в 2015, и дальше начался спад. А что ж такое происходило в 2015 году? И да, я помню, что я пообещал сказать про некие события рубежа нулевых и десятых годов, но тут нам нужно еще немножечко подождать и поговорить про десятые годы. Десятые годы характеризовались чередой кризисов на нефтяном рынке. Первый кризис начался в 2014 году. Притом в 2014 году цены на нефть после кризиса конца нулевых, и нет, кризис конца нулевых это не то событие, которое я обещал отметить как вот некое важное. Просто факт. Был кризис в конце нулевых годов, цены на энергоносители падали, на нефть в том числе, и вот к 2014 году они не просто восстановились, а вновь достигли отметок там порядка $100 за баррель, красота замечательная, и все прекрасно. И во второй половине 2014 года происходит падение. Падение цен было кратным, и далее они немножечко поднимались, но колебались где-то, вот знаете, в районе, просто для понимания общей ситуации, в районе $60 за баррель. Понятно, было больше, было меньше, но вот в период с 14 по 16 год было примерно в среднем так. И вот в 2015 году, после 2015 года происходит снижение в Венесуэле. Почему? А потому что все инвестиции были понесены, которые привели к восстановлению добычи до примерно 2,7 миллионов баррелей в сутки. Все инвестиции были понесены когда? Когда цены на нефть росли, когда они достигали отметки в $100 за баррель. А тут произошло резкое удешевление этого самого барреля, и вместе с этим удешевлением снизилась инвестиционная активность, тем более избыток предложения на мировом рынке, и добыча пошла вниз. Вниз она пошла довольно существенно, она достигла отметок порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки. Я немножко округляю, но для понимания ситуации, мне кажется, этого достаточно. И где-то вот в 2018 году мы наблюдали, что 1,5 миллиона. Притом в 2018 году Венесуэла занимала 3-е место по поставкам нефти в Соединенные Штаты Америки. Разумеется, в общей картине импорта главенствует Канада. Канада порядка половины всего импорта обеспечивает. Но на 2-м, 3-м местах находились Мексика и Венесуэла, и они друг с другом боролись. За это самое 2-е место Мексика опережала, поэтому Венесуэла оказывалась на 3-м месте, но все равно это довольно серьезное место, тем более учитывая объемы добычи в самой Венесуэле. И вот приходит 2019 год, вводятся обратно санкции, которые чуть ранее вводятся санкции против Венесуэлы. И в конце первого квартала, точнее после первого квартала, все, прекращаются поставки из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Кстати, кто там был президентом, не напомните, кто там был в 2019 году президентом в Соединенных Штатах Америки. Так вот, прекращаются поставки из Венесуэлы, на 3-е место по импорту вскакивает Российская Федерация. Притом по нефтяному импорту, надо понимать, что нефтяной импорт включает в себя не только сырую нефть, но и нефтепродукты.
Вот, порядка 70% наших поставок нефтяных в Штаты были как раз-таки нефтепродуктами, ну, преимущественно это был мазут. Вот, но все равно, вот мы на третьем месте. Кстати, сейчас на третьем месте периодически оказывается Саудовская Аравия, иногда ее смещают, но она возвращается на третье место. За саудитов боязно. Венесуэла была на третьем месте, вон что получилось. Мы были на третьем месте, вон что получилось. Теперь саудиты. Ай-яй-яй, тревожно. Так вот, и добыча в Венесуэле после введения санкций и на фоне нового витка мирового кризиса, потому что в 2018 году, конкретно в октябре 2018 года, начался новый мировой кризис, связанный с избытком предложения на нефтяном рынке, и цены, поднявшиеся только что до $85 за баррель, опять рухнули. Опять они рухнули, и добыча в Венесуэле тоже, скорее всего, сокращалась бы, даже не будь санкций. Но санкции, понятное дело, помогли, потому что ограничили возможности по экспорту. И здесь спорный момент, что больше сыграло, санкции или новый виток вот этого кризиса, при том, что кризис, ну давайте мягко так скажем, один кризис перетек в другой кризис. То есть вот был кризис 18-19 годов, а потом 20 год пришел, и, в общем-то, мы могли бы сказать, кризис 18-го, 19-го, 20-го, 21-го, там, 22-го, 23-го годов на нефтяном рынке. Но понятно, что пандемия внесла некоторые новые акценты, поэтому кризис 18-19 года и новый кризис 20 года, когда цены на нефть вообще падали до отрицательных значений. Это будет не совсем справедливо касательно цен, но иногда котировки на фьючерсы на месяц вперед действительно падали до отрицательных значений, почти до минус $40, там минус $37 было. Ну вот. На этом фоне добыча в Венесуэле еще сократилась примерно до 700 тысяч баррелей в сутки. То есть, давайте еще раз, нулевые годы 3,5 миллиона баррелей в сутки. Первая половина 2010-х годов после вот кризиса, когда восстанавливались цены. Там спад, но потом восстановление до 2,7 миллиона баррелей в сутки. Новый кризис, 1,5 миллиона баррелей в сутки. Санкции, кризис, пандемия, менее миллиона баррелей в сутки. И вот сейчас Венесуэла добывает около 1 миллиона баррелей в сутки. Притом частичное восстановление добычи было связано с тем, что администрация еще Байдена отменила частично эти самые санкции, которые против Венесуэлы вводились, и американские компании пошли в Венесуэлу, стали радостно работать и увеличивать добычу в этой стране, начались поставки вновь из Венесуэлы в Соединенные Штаты. Ой, постойте, финализирую следующим. Спрашивать, а зачем тогда американцы подогнали флот? Бессмысленно. Мы не военные эксперты. Мы вот про энергетику тут рассказываем. Я не буду пытаться оценивать, а почему американцы подогнали флот к Венесуэле. Кроме того, я не являюсь специалистом по внутренней политике в регионе Латинская Америка. Я не являюсь специалистом по взаимоотношениям между Соединенными Штатами и странами Латинской Америки. Вот. Я могу говорить только про нефть. И вот нефтяная составляющая, на которую все напирают, и говорят, ну вот, смотрите, 300 миллиардов. А 5 миллиардов не? 14 миллиардов не? Вас не интересует? Так вот, когда все тычут пальцем в это число, 300 миллиардов, и говорят, ну все понятно. Ну вот мне не все понятно. И вот я настаиваю, что это происходит не из-за нефти вообще. Потому что, чтобы получить венесуэльскую нефть, руководству Соединенных Штатов нужно просто отменить санкции. Это гораздо дешевле. Даже украсть эту нефть, задействовав военные силы, мягко скажем, будет недешевым мероприятием, потому что подогнать только один авианосец – это дорого. Вы представляете, сопутствующие расходы будут слишком велики, чтобы это мероприятие оправдалось с учетом расходов на добычу нефти в Венесуэле. Вот теперь все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на sponsor.ru. Большое спасибо, до новых встреч. Ну, ко мне, кстати, тоже на спонсор можно подписаться. Я не то, что не против, я даже настаиваю. Всего хорошего.